Мариус Матас – легендарная личность в области бьюти-индустрии. Он знаменит своими хлесткими высказываниями по поводу женской красоты и грамотным анализом существующих модных трендов. Однако немногие поклонники знают, что Мариус попал в бьюти-индустрию случайно, и изначально не планировал связывать с ней жизнь. Мариус, как вас занесло в индустрию красоты? Как это ни странно прозвучит, моя первая должность – промоутер в Чачучола. Было мне 14 лет. Я вообще довольно рано понял, надо работать, если хочешь хорошо жить. Как только закончил юридический, подался в моду. Пошел в компанию по продаже дорогущей обуви. Начал продавцом в 18 и уже через год стал руководителем магазина, потом маркетинг-директором, а еще через год дослужился до главы филиала в Латвии. В процессе понял, что знаний по маркетингу, увы, не хватает, и в 2002 поехал на учебу в Данию, где и закончил колледж по специальности международный маркетинг. Признаюсь, было тяжко из-за языка, и я уехал в Лондон. Смог устроиться в универмаг Сильфрид Гесс, и снова в департамент обуви. Продвигал Мчкуэн, Ивес Саинт Лурент, Майсон Маргиела. И вот после 3 лет работы в Лондоне вдруг получаю предложение от российского подразделения корпорации Estée Lauder. Они искали человека, который сделал бы тотальную перезагрузку марки Бобби Браун. На тот момент она серьезно хромала в плане продаж и сервиса. Сменить команду, открыть новые магазины, наладить ивенты – вот то немногое, что предстояло сделать. Мы с командой отлично справились, почему не остались в Estée Lauder при таких-то успехах. Хотелось двигаться дальше. Тем более, что пришло предложение от компании Апонича. Это японские маски для лица, сыворотки, лосьоны и средства для волос. На этот раз требовалось не только вывести бренды на должный уровень, но и подтянуть пиар с маркетингом. Тут тоже все сложилось. За 3 года одних только масок было продано 11 миллионов. Спустя 3 года я стал учредителем компании Beauty Pharma и собрал собственное портфолио азиатских брендов. Кстати, в последнее время в тренде азиатская косметика. Это только российский тренд. Он есть в России и в США. В Европе он практически не заметен. Появление данного тренда здесь связано с тем, что страна тесно граничит с Азией. Владивосток – город, у которого налажены различные коммерческие каналы взаимодействия с Японией, а также здесь живет очень много корейцев. Собственно, сначала в России появилась даже не косметика. Это были банальные японские памперсы и бытовая химия.
Их буквально в чемоданах перевозили через границу и продавали. Важная черта, которая определяет успех азиатских брендов на российском рынке, это любопытство российских покупателей. Причем, придя в магазин и познакомившись с одним средством бренда, российский покупатель готов попробовать сразу несколько, таким образом получая больше возможностей почувствовать реальный эффект от их применения. Подходит ли азиатская косметика коже русских девушек? 100%. Азиаты впереди планеты всей. Они активно развиваются и завоевывают все больше рынков, Штаты, Европа и Россия, в том числе. Соответственно, и средства они делают с учетом потребностей различных типов кожи. К тому же, продукты проходят серьезное тестирование. Вероятно, именно по этой причине аллергии от азиатской косметики практически не бывает. Какие особенности российского биоауторынка вы можете назвать? Для меня основная черта в том, что в среднем российский покупатель чаще всего покупает несколько продуктов. То есть если клиент понимает, в чем суть трехступенчатой системы ухода за лицом, он покупает 3 продукта из одной линейки. Вот эта комплексность, которая в конечном итоге означает эффективность, российскому потребителю очень понятна и близка. Еще одна черта: тут достаточно просто продать дорогие продукты, гораздо проще, чем в Европе. В России готовы к инвестициям в свою красоту. Понятно, что это не бездумные траты. В случае с азиатскими продуктами решение как раз можно назвать взвешенным и обдуманным. Неужели сложная экономическая ситуация в России и в мире не сказывается на продаже косметических брендов? Мне очень нравится фраза «даже если начнется война, русская женщина с ненакрашенными губами на улицу не выйдет». Определенное снижение на рынке есть, конечно. Но спрос на наши бренды пока растет. Покупатели хотят экономить, но при этом пользоваться продуктами высокого качества. И азиатская косметика – это способ сэкономить в 2, 3, 4 раза по сравнению с покупкой люкса, но при этом не потерять в качестве. Какие ключевые преимущества Белуга вы можете назвать, и кто составляет аудиторию бренда? Самое основное и очень важное – в состав средств брендов входит 21 аминокислота, все из которых состоит волос. Плюс к этому много других отличных компонентов, таких как коллаген, кератин, масла. Что еще важно, отсутствие силикона, благодаря чему все активные компоненты продуктов могут глубже проникать в структуру волос и кожи головы. Формула продуктов достаточно сложная и дорогая, но при этом она действительно эффективна. Мы можем долго объяснять,
как и почему это работает, но когда вы видите результат, это становится уже не очень важно. Средства бренда необходимы тем, у кого очень сухие, окрашенные или поврежденные волосы. В основном, это женщины среднего возраста. Но, как ни удивительно, среди наших клиентов очень много мужчин. Возможно, к этому располагает дизайн флаконов. Мариус, расскажите о бренде Purials. Purials – эко-люкс бренд. Ингредиенты для него собираются на острове Чеджу, Чеджуда, в Корее. С 2007 года уникальная природа острова находится под охраной ЮНЕСКО как объект всемирного наследия вулканический остров Чеджуда и его лавовые трубки. Некоторые редкие для Кореи растения сохранились только на острове Чеджу. Вообще, ключевые компоненты средств Purials – это растительные экстракты, и в каждом средстве их 60–90%. Среди растений, которые используются для производства, есть, например, центила азиатская. Это очень интересное растение. Его широко используют не только в косметике, но и в медицине. Причем сфера применения очень широка. Это стимулирующие и тонизирующие средства, улучшающие обмен веществ, укрепляющие нервную систему. Также в составе средств используются ягоды женьшеня. Все мы знаем об использовании корня женьшеня, но ягоды тоже эффективны, просто это дорогой редкий компонент. Какие новинки от ваших брендов нам ждать в ближайшем будущем? У Purials появится линейка с вулканическим пеплом, идеально для проблемной кожи. Лечение акне и увеличенных пор. Уже разработаны новые упаковки наших знаменитых патчей, по одной штуке, чтобы все могли их попробовать. Белуга – стабильный бренд. Никаких громких запусков не ожидается, просто будем знакомить с ним более широкую аудиторию. Какие планы лично у вас есть на будущее? Хочу привести еще один корейский бренд. 3 года пытался с ними договориться, и наконец-то удалось. Пока не могу озвучить название. В качестве тизера скажу, что там есть суперские патчи с зеленым чаем. Ну и намереваюсь покорить бьюти-рынок Эмиратов. Так что планов, громадья.